Здравствуйте, мои дорогие овны! Сегодняшний таро-прогноз делаем для вашего знака зодиака. Расклад, который вы сейчас видите, это расклад на вторую половину месяца августа. Давайте посмотрим, что же вас ожидает в период с 15 по 31 августа. Какие карты вам сегодня выпадут? Я напоминаю, что вы можете подписаться на мой YouTube канал. Также можете оставить лайк или сообщение под этим видео. Я всегда очень рада любой обратной связи с вашей стороны, поэтому пишите, не стесняйтесь. Итак, первая карта, которая есть у вас, как будто бы не самая такая прям позитивная, да, потому что это карта девятка мечей, карта, показывающая лишний стресс или разочарованность в каком-то деле, в каком-то вопросе. Может быть, кто-то из вас засиживается допоздна, работая над чем-то, или навязчиво очень много думаете о чем-то, испытываете из-за этого много стресса, напряжения, поэтому плохо спите, допустим. То есть, может быть, беспокоитесь из-за неизвестности будущего, боитесь из-за чего-то или вините себя за что-то. В принципе, испытываете вот этот стресс, может быть, серьезнее воспринимаете происходящее, чем это есть на самом деле. Накручиваете себя, проживая как-то тяжело ситуацию в вашей жизни, которая сейчас происходит. Рядом хорошая такая карта пажа жезлов, карта энергии, импульса, вот этого вот вашего огненного стихийного знака, собственно, да, может быть, общение с другим огненным знаком, это лев, овен или стрелец. По пажу жезлов, может быть, кто-то младше вас. Тут же колесница. Желание двигаться, желание действовать, сосредоточиться на цели, двигаться прямо к своей цели. Может быть, вы очень много работаете, двигаясь к своей цели. Может быть, вы куда-то едете, поэтому мало спите. Но вот прям очень много энергии здесь проявляете. Да, девятка мечей, может быть, от этого устаете. Тут же есть пятерка жезлов, возможно, вы над чем-то действительно работаете, то есть очень много времени тратите на эту работу, но продвигаетесь вперед, но мало отдыхаете, то есть нагружаете себя, устаете эмоционально, физически, но это заставляет, собственно, ваша цель двигаться ваш вперед. То есть у вас есть определенные приоритеты, которым вы следуете, и несмотря на вот эту сложность, через которую вам приходится постоянно проходить какие-то трудности, какие-то сложные ситуации или задачи, но вы с ними справляетесь мужественно. Может быть, даже какие-то конфликты возникают на этом вашем продвижении вперед, на этом пути. Может быть, какая-то конкуренция в делах или на работе, и поэтому пятерка жезлов здесь есть. Но тройка жезлов говорит о том, что вы хотите прийти к вершине, к цели, к намеченной, которую вы видите в перспективе. То есть вы себе ее придумали, эту цель, вы к ней идете, и вы не видите никаких причин останавливаться в достижении цели. Уже какие-то результаты, кстати, получены по тройке жезлов, скорее всего. И паж кубков тоже показывает, по сути, вдохновение ваше, когда вы получаете какие-то предложения, возможности или в целом чувствуете этот импульс от Вселенной, что нужно действовать, нужно делать, нужно добиваться. То есть как будто бы здесь такая вот, знаете, как хорошая возможность двигаться дальше. И вы, несмотря на мелкие споры, разногласия, какие-то ссоры, проблемы, вы все равно заложили уже определенные основы для будущего роста и расширения. Здесь может появиться еще какая-то идея с пажом кубков, соответственно. И вы вот на вот этом энтузиазме здесь можете действовать, несмотря на соперничество, несмотря на какой-то стресс, который у вас возникает из-за перегруженности, из-за работы, допустим, этой. Да, то есть или в принципе какие-то другие переживания могут касаться там вашей личной жизни, еще чего-то. Но вот вы здесь, несмотря на весь этот хаос, несмотря на весь этот стресс, в котором вы находитесь, вы готовы все равно двигаться вперед к цели. То есть, да, вы, несмотря на тревогу, идете дальше. Семерка мечей, карта переживаний, что что-то может пойти не так, что-то может скрыто быть от вашего взора. Возможно, вас беспокоит, что вам не хватит на что-то ресурсов, может быть, финансов, то есть что что-то может быть не совсем так, как вам хочется, да, сложиться с финансами. Возможно, вы боитесь здесь обмануться в каких-то надеждах и планах, касающихся финансов, либо боитесь обмана со стороны земного знака. Это девы, тельцы, козероги. Может быть, вы выстраиваете какую-то стратегию, план, касающийся зарабатывания денег и, ну, в принципе, да, какой-то работы.
то есть стратегия, которая вам выгодна, да, но нужно быть осторожнее, чтобы кто-то не выстраивал стратегию против вас, то есть какие-то закулисные такие игры, которые здесь могут быть. Возможно, раскрывается какой-то секрет или какая-то вот тайна здесь. По 7 мечей вы о чем-то можете узнать, но я думаю, что здесь речь о том, что вы, скорее всего, стараетесь какую-то стратегию продумать, может быть, о чем-то молчать, может быть, о каких-то ваших шагах или действиях до поры до времени молчать, не рассказывать окружающим, что вы спланировали, и продвигаться вперед, делать определенные шаги, чтобы никто не помешал, не нарушил ваших планов. Но, в принципе, королева Пентаклей, земная стихия, здесь есть огненные, водные знаки. Может быть, общение с таким человеком такого знака, либо не обязательно земного знака, но очень практичного, такого трудолюбивого человека, который любит стабильность в делах, в финансах, в отношениях. То есть вот такой достаточно прочный фундамент, который есть у этого человека, да, то есть, возможно, вы общаетесь с такой личностью. Может быть, вы боитесь, что этот человек, который так прочно стоит на ногах, крепко, может быть, не совсем честен с вами. Но опять-таки, да, вы можете переживать из-за этого, но я думаю, что не стоит этого делать. Может быть, вы скорее накручиваете себя здесь, думая в таком контексте об этом человеке. Карта 8 чаш. Здесь также у вас есть 8 чаш. Это уход от того, что вам не подходит, к чему-то лучшему, к вашей цели, к вашим планам, к вашим мечтам. Туз Пентаклей, к чему-то выгодному для вас, к чему-то очень стабильному и хорошему. Так, к чему-то, что будет иметь хороший рост, хорошую перспективу дальнейшего развития, возможно, приведет к процветанию, к успеху в делах или в работе. В целом даст вам ощущение независимости и уверенности в себе, в своих силах по тузу Пентаклей. Карта туза мечей, также еще один туз. Возможно, здесь нужно будет прийти к какому-то решению или получить какую-то ясность. Возможно, здесь действительно была какая-то ситуация даже выбора по 2 мечей. Вам нужно здесь увидеть вещи, как они есть на самом деле, действовать очень логично. И здесь может быть какая-то идея к вам приходит в голову, какая-то правда открывается и заставляет вас принять решение, которое долгое время могло откладываться. Возможно, вы игнорировали какие-то вещи или не хотели их замечать, сопротивлялись тому, чтобы столкнуться с правдой, которая вот перед вами, потому что здесь у нее завязаны глаза. То есть вы как будто бы были застрявшими на распутье, но по тузу мечей, по тузу Пентаклей и то единица, вам нужно действовать, вам нужно отсечь что-то неподходящее для вас, уйти от этого, перестать переживать, начать действовать в направлении чего-то продуктивного, да, двигаться к чему-то, что реализует ваши цели, несмотря на препятствия, двигаться вперед. То есть карта хорошая. Тут же есть королева жезлов, кстати, карта вашей стихии, да, мы уже с кем только здесь дела не имели, с разными стихиями. Вот она ваша карта короля жезлов, вернее, королевы жезлов, карта огня знака, может быть, другого человека, также знака огня, лев, овен или стрелец, да, то есть тоже огненной стихии. Но я думаю, что здесь речь о вас, о вашей целеустремленности, вашей успешности, нацеленности, опять-таки, на результат по этой карте, по королеве жезлов. И тут же карта дьявола, то есть желание получить то, что вы себе вот сильно хотите, что вы себе задумали, на что вы себя нацелили, настроили. Тут же есть 9 пентаклей, получение результата, который даст вам ощущение процветания, какого-то вот превосходства, может быть, здесь какого-то лидерства, какого-то успеха, который дает вам деньги, возможно, да, и тут же карта 9 кубков, которая, кстати, называется часто материальный успех. Под не зря здесь еще и сундучок с золотом изображен, я ее положу рядом с тузом пентаклей. То есть у вас есть совершенно точное желание получить по дьяволу какую-то цель, результат финансовый, материальный, стабильный для вас. И вы все свои силы для этого направляете. Вы здесь стараетесь очень стратегию выстраивать определенную, то есть управлять своей жизнью. Вы пытаетесь сосредоточиться на том, что у вас хорошо получается, развиваться в том, в чем вы хороши, ежедневно трудиться над чем-то, что вы обычно делаете, да, для того, чтобы прийти к успешному завершению вот в этой вашей работе. То есть это труд, который будет вознагражден. И по дьяволу это что-то, что вот прям для вас
топ-приорити, да, то есть как это назвать, в приоритете самая важная ваша цель здесь, и вы к ней идете, то есть вы нацелены на этот успех, на достижение, кстати, может быть, финансового успеха, еще и по тройке жезлов, потому что она об этом тоже говорит, каком-то карьерном росте или вот таких вещах, но здесь очень много пламенной, уверенной энергии, которая представляет вас, и вы проявляете себя вот в этой энергии, может быть, общаясь с другим человеком, который проявляет себя таким вот образом. Я уже говорила, это может быть огненного знака зодиака кто-то. Возможно, у вас есть какие-то переживания или страхи по карте дьявола, девятка мечей, которые держат вас в таком замкнутом круге. Вы думаете, вдруг у меня не получится, вдруг я не смогу. Но, скорее всего, вам не нужно бояться. Не нужно бояться каких-то подводных камней, не нужно бояться обмана с чьей бы то ни было стороны. Вам нужно активно здесь действовать и не бояться никаких решений принимать, потому что вы здесь должны действовать очень-очень мотивированно, смело, очень решительно и отбрасывать какие-то временные тревоги, которые у вас здесь могут быть. В целом очень хороший расклад, говорящий о какой-то прибыльной, новой для вас возможности. Да, возможно, нужно отказаться от чего-то, придется честно себе признаться, увидеть правду, понять, что вам что-то не подходит, возможно, но понять, что вы управляете своей жизнью, если вы будете дисциплинированы в своей работе, в своих делах, если вы будете нацелены на результат, то да, вы придете к той цели, которую вы хотите, несмотря на вот эти трудности, возможные преграды или препятствия на вашем пути, которые возникают. Итак, Овны, на этом сегодняшний таро-прогноз для вашего знака зодиака я завершаю. Всем желаю всего самого хорошего. Берегите себя. До скорого.